Здравствуйте, дорогие друзья, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Я сижу в студии не один, а с корреспондентом Дашей, который опросил людей на улицах Москвы, что бы они хотели спросить у психолога. Вот в качестве рояля в кустах психолога выступаю я. Даша сейчас, видимо, озвучит вопросы, а я буду на них отвечать. Вот и все. Да, я расскажу маленькую предысторию. В прошлый раз мы записывали вопросы от москвичей в определенных районах и пытались как-то разделить или выявить закономерность. Есть ли что-то, что волнует в каком-то конкретном районе больше всего людей. А сейчас мы просто решили никого ни на какие группы не делить. И я подходила в основном в центре Москвы к людям, которые не знаю, где они проживают. Может быть, они там работают, может быть, они там все время находятся. И спрашивала у них, что бы вы хотели спросить у психолога, если бы у вас была такая возможность. Даже не всем говорила, что за психолог, вот, потому что есть узнаваемость. Чтобы не отпугивать людей-то, да. Понятное дело. Чтобы как-то серьезность момента поубавить. В основном отобрала какие-то серьезные вопросы, где можно порассуждать, и каким-то я буду давать краткие пояснения, вообще, может быть, что это был за человек. Но я думаю, что они сами за себя все говорят, и можно приступить прямо вот к первому вопросу. Мы начинаем в основном с вопросов от девушек, от молодых, но уже состоящих в браке. А что, парням было тяжелее подходить? Подходила тоже, но потому что девушки, они как-то сразу вовлекаются быстро очень и начинают всерьез спрашивать то, что волнует. А парни, они как-то юлят, я вот заметила. Да, говорят, девушка, вам счастья в дом не надо, вот это начинается. Да. Что вы делаете сегодня вечером, ну и так далее. Тяжело. Работа журналиста вообще нелегкая. Ну, давайте начнем тогда. Да. Меня очень волнует тема того, что мне не о чем поговорить с супругом вечером, когда он приходит домой с работы, потому что я сижу в декрете. У вас, получается, ничего не происходит? Никаких событий? У меня нет никаких интересных для него новостей, потому что моя жизнь вертится вокруг ребенка большую часть времени. А его это напрягает? Я думаю, что начинает. Ребенку не очень много еще пока, я даже не скажу лет, месяцев. Вы знаете, это на самом деле очень печальная история, часто заканчивающаяся разводом. Я говорю о том, что очень многие женщины, здесь мы говорим о декрете, об отпуске по уходу за ребенком. Такая вынужденная история и временная, кстати. Потому что многие женщины выходят после первого года, максимально государство предлагает 3 года по уходу за ребенком. Но мамы решают сами. Что здесь грустного? Грустного то, что очень многие женщины вообще уходят с работы, потому что их ревнивые мужья говорят следующее. А я что, мало зарабатываю? Еще денег не хватает. Слушай, вот я не очень понимаю, зачем эти капризы? Сиди дома. Я хочу, чтобы жена меня встречала с ужином. Ты будешь воспитывать детей. Вот так он видит все картины мира по одной только причине. Чтобы не было никакой иллюзий. Он реально тупо ревнует. Ему не нравится, что она общается с другими мужчинами на работе. Что происходит дальше? Дальше она сидит дома и, как вот в этой истории, начинает деградировать. Она ни с кем не общается. Ее разговор вот какой: как мы сегодня покакали, и где картошка на 10 рублей дешевле. А мужчина весь такой приподнятый, у него куча встреч, куча народа, он везде бывает, он все видит, он везде ездит. Ему это реально становится неинтересным. Это сначала просто разговор, а потом уже и сама жена. То есть после слова «это» следует слово «это». Этот человек, эта женщина перестает ему быть интересной, потому что ее мир сужается до вот этих пеленок, писаний, каканий, кормлений и так далее. Дальше ничего не изменится. Детские сады, школы. Все это становится неинтересным. И женщина, к сожалению, является заложником своих страхов. Например, выйти на работу, своих страхов потерять мужа, который требует не выходить на работу, поддаются этому. И вот этот самый такой уязвимый период жизни, когда они сидят с детьми, может потом сослужить им некрасивую, я бы сказал, службу. А именно, муж просто потеряет интерес. Поэтому, дорогие женщины, святое сидеть с ребенком по уходу, я считаю, это нормально и прекрасно, но не надо деградировать при этом. Ну и в конце концов, помните мои правила. Если вам муж не нравится, вы тоже можете его послать. Сказать: старик, если думаешь, что мне интересно слушать всякую пургу, как у тебя на работе тебя начальник вызывал, поверь, картошка по 10 рублей дешевле гораздо занимательней. То есть есть какой-то вариант, как выйти из этого состояния, потому что ты понимаешь, что в ближайший год, наверное, ты точно просидишь с ребенком, но нет у тебя сейчас вот возможности маму там подключить сюда, няню. То есть у тебя ты, правда, в заложенной ситуации, нет? Не совсем так. Есть мамы совершенно бешеные фанатки.
Они не то, что сидят с ребенком, и поэтому они деградируют. А они действительно настолько зацикливаются, не сосредотачиваются, а зацикливаются на ребенке, что им все неинтересно становится. Это такая, я бы сказал, психопатология. Почему? Потому что нормальная мама, она сидит с ребенком, и она как-то живет при этом. Она, я не знаю, читает книги, смотрит кино, она живет полноценной жизнью. Она, кстати, общается. Часто ребенка берет с собой. Вы же видели, когда ходят такие мамы, у них на груди такая конструкция, где ребенок, там только руки и ноги у него где-то вылезают, а так он прямо, или бывает на спине то же самое. Да живут они как-то. Но есть такие совершенно отмороженные мамы, у которых после родов просто едет крыша, и они действительно, кроме ребенка, ничего не видят. И это уже такая проблема, что им надо уже к психологу просто идти. Да, тогда это становится реально неинтересно. Поэтому само по себе сидение с ребенком это вообще ни о чем не говорит, но кроме того, что она становится там материально зависимой. Она не работает. Вот такие проблемы возникают. А психологически, интеллектуально, духовно, как у нас в России любят говорить, ребенок не является помехой для этого развития. Угу. Что, следующий вопрос тоже от молодой девушки, но у нее, по-моему, еще нет детей. Хотя я, конечно, не спрашивала. У меня проблема то, что муж приходит с работы и постоянно сидит в телефоне. В Инстаграме, в чатике, он смотрит свои тупые видео. Нет, чтобы поговорить с женой вечером, как прошел день. Он до вечера сидит в телефоне. Мне больше всего понравилась фееричная фраза «смотрит свои тупые видео». Да, интересная история. Смотрите, какая вещь. Вы не мама своего мужа и не его лечащий врач. Поэтому обсуждать, зачем он там копается, и у него зависимость, мы не будем от гаджетов. Потому что вы не собираетесь его лечить и воспитывать. Давайте скажем проще. Мужу интереснее гаджет, чем вы. Назовем вещи своими именами. У мужа есть выбор. Общаться с горячо любимой женой или общаться с еще более горячо любимыми гаджетами. И он выбирает не жену. Жена должна из этого сделать следующий вывод. Она мужу не интересна, и уж точно не настолько интересна, насколько социальные сети. Что ей с этим делать, это ей надо самой решать. Это все, что я хочу сказать по этому поводу. А знаете, как называется свидание, когда, может быть, вы замечали, вот в кафе сидят два молодых человека, и они просто все время сидят в телефоне, периодически кто-то их спрашивает: у тебя там вкусно? Да, у меня все вкусно. Это называется японское свидание. Почему? Термин. Почему? Не знаю, но просто вот как-то из Азии пришла к нам такая зараза. Обычно это вот у них вспыхивало. Сейчас до нас дошло. Вы знаете, я вот скажу про себя. Когда я сижу там с друзьями, например, я тоже люблю в гаджетах поковыряться-то. Я понимаю, что мне, видимо, в этот момент правда неинтересно с ними. Или с девушкой, значит, мне с девушкой неинтересно. Давайте смотреть правде в глаза. Вы, конечно, можете пытаться объяснить зависимостью, да, глубоко копать. А вам-то какая разница? Вы сидите с мужчиной, который на вас просто не реагирует. Почему он это делает, я не знаю. А вам это интересно? Вам должно быть другое интересно, что он выбирает не вас, с вами он вообще не общается. Делайте выводы сами. Меня волнует такой вопрос. Я просто очень переживаю. Мы с мужем уже живем, лет 5 вместе в браке. Вот. И я переживаю, что лет так через 10 я перестану привлекать своего мужа, как девушка, как женщина. И что он найдет более молодую, более красивую. Кстати, девушка очень молодая, очень красивая. Вы знаете, Даша, это очень интересная история. И очень интересный комментарий этой девушки. Во-первых, что вы должны понять, ни возраст, ни внешность, как вы сами видите, к уверенности никакого отношения не имеет, да? Вы говорите, что она и молодая, и красивая, а и толку никакого. К сожалению, таких бросают, и они сами в этом виноваты. Почему? У нее низкая самооценка и большая тревожность. Это милое сочетание дает ее мужу. То есть, смотрите, какая ситуация. Муж ее полюбил за то, что она это она, вот такая, какая она есть, да? И 5 лет с ней живет счастливо, видимо, в браке. Но из-за того, что она всеми дергается, она в себе не уверена. Она, кстати, в муже-то не уверена. И в их отношениях она не уверена. И в любви она не уверена. И в возрасте она не уверена. И в красоте она вообще ни в чем не уверена. Ей руководит только одна эмоция – это страх. У нее тревога и страх, а это очень сильные эмоции, они убивают все живое вокруг. И что я хочу сказать? Она может передать это состояние своему мужу. Какое состояние? Что я старая и страшная. Муж, конечно, видит своими глазами, что это не так, но если ему долбить с утра до ночи, что ты меня бросишь,
Ты найдешь себя моложе, ты найдешь себя красивее. Через какое-то время тебе будет неинтересно со мной. Я тебя разочарую, то рано или поздно она, как мать, внушающая ребенку что-то, заставит мужа так думать. И в какой-то момент вдруг муж посмотрит на нее другими глазами, потому что она ему это просто вдалбливает. Более того, если она даже не говорит ему это напрямую, то ее поведение формирует у него отношение к ней совершенно другое, гораздо хуже. Поэтому я бы как рассуждал в этой ситуации. Почему надо перестать дергаться? Потому что, и бросит, если это бросит, а что ты с этим сделаешь? Постареешь и постареешь, с этим тоже ничего не сделаешь. Прими как есть и получай удовольствие, пока есть. Не бойся, что что-то должно произойти. И вот это как раз поведение людей с высокой самооценкой. И таких как раз не бросают. И у меня еще есть небольшой вопрос, он записан на бумаге, но я его как бы сюда присоединяю, потому что логичный. Как бы из одного следует другой. Нам часто, особенно девушкам, внушают, и это, наверное, с мам начинается, что мужчина вроде как должен быть чуть старше. Хотя бы чуть-чуть. И не знаю, там, насколько, обычно советуют кто как, вот кто во что гораздо. Кто говорит, там, лет 6 хорошо, кто-то говорит 4 хорошо. Вы поддерживаете такую теорию, что вот хороши гармоничные отношения, где мужчина старше? И если да, то он примерно насколько? Где вот этот порог? Вы знаете, не то, что... У меня нет какой-то конкретной идеи, что кто-то должен быть старше или моложе, и порога там тоже никакого нету. Просто это повелось, особенно в России, за счет того, что в России проблема с избытком женщин и недостатком мужчин. Поэтому рынок жесткий очень. И второе, как правило, женщины, внешне начинают стареть раньше, чем мужчины, и эта разница в возрасте должна как бы нивелировать это раннее старение. И третье, это, конечно, неуверенность в себе, которая... Не просто неуверенность, а произошла такая ситуация. К 1945 году, это было, кстати, не так давно, мужчин вообще не оказалось. То есть примерно из 20 миллионов погибших, как вы понимаете, 80% это были мужчины. И возникла очень жесткая история о том, что после 25 замуж вообще не выйти. Это неправда. Мы все знаем о людей, которые были замужем и не один раз. Вот моя подруга, это главный редактор журнала «Эль», замужем 4-й раз, и ей 50 лет. И у нее и предыдущий муж был там после 40, и нынешний муж ближе к 50. А есть женщины, которые вот так думают, как вот в этом вопросе. Они в себе не уверены. Обратите внимание, внешность и возраст действительно роли не играют. Но их психология ущербная, такая построенная на страхе никогда не выйти замуж, никогда никого не встретить, заставляет думать, что должна быть какая-то разница в возрасте. И я так не думаю, потому что я думаю, что если тебя мужчина цепляет, или мужчина цепляет женщину, и женитесь, это единственное качество у мужчины и женщины. И сильная разница тоже не может здесь сыграть плохую службу. Просто я вот думаю, если, допустим, 14 лет, 15 лет разницы, а детство совсем по-другому прошло. То есть, чем я занималась, вы знаете, меньше точек соприкосновения. Да, вот какая интересная история. Во всем мире, где нет такого перекоса гендерного, как в России, считается абсолютно право, что лучше, чтобы они принадлежали одному поколению. Потому что у них одинаковые сказки, одинаковое кино, все музыка, одежда, они все из-за одного яйца вылупились. И тогда они друг друга, конечно, не то что понимают, а чувствуют. Они близкие люди. Отношения, когда разница большая в возрасте, не 5 лет, конечно, а 20 хотя бы. Потому что там что даже по 10 это небольшая еще разница. Это одно поколение. Когда разница большая, то это отношения взрослого с ребенком всегда будут. То есть мужчина всегда будет вместо папы, а жена будет вместо ребенка. Кому-то это просто не нравится, понимаете? Это не всем подходит. С тех пор, как я стал популярный, ко мне периодически липнут девушки совсем юного возраста, что очень раздражает мою дочь. Я ей говорю: доча, ты расслабься, у нас, у рокеров, возраста нету, мы с Игги-Попом возраста не имеем. Нам все время 18, хотя Игги-Поп уже за 70. Так вот, что я хочу сказать. Шутки шутками, но я это тоже чувствую, что это какие-то чужие люди из другой жизни, и, кстати, мне не очень интересные, как мужчине. Это детский сад. Поэтому, конечно, в идеале, наверное, мужчина и женщина должны быть все-таки из одной песочницы.
Это все-таки разница лет до 10. Дальше начинает расходиться понимание момента, времени, страны и так далее. Вот так. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Не помню, кто там конкретно. Я ревную своего мужа, хотя поводов он мне к ревности не дает. А как это обычно проявляется? Внутри себя как ты переживаешь? Да, я ему про это даже не говорю. Мы это не обсуждаем, я это не говорю ему, но я постоянно об этом думаю. То, что он может смотреть на другую девушку. Но он не смотрит даже? Нет. Ну, я хотел сказать смешной вопрос. А вообще ничего смешного, на самом деле. Это грустная история. Давайте разберемся, что такое ревность и почему девушка так страдает. Здесь две составляющие. Первая – это очень низкая самооценка. То есть, ты всегда думаешь, что твой муж найдет себе кого-то гораздо лучше, чем ты. Это движущие силы этой эмоции, ревности, да? Это то, что настолько в себя не веришь, настолько не веришь, что тебя можно любить, что ты все время думаешь о том, что это какая-то странная случайность, почему это мой муж, да? Но скоро она должна измениться. Вот кого-то сейчас встретят, я-то, мол, понимаю, что я вообще никто, и зовут меня никак. Поэтому я все время об этом думаю, что он меня на кого-то променяет. Это бывает у тех людей, которых предавали в детстве родители. Сдавали их в другой город в бабкино воспитание, на пятидневку, в интернат, в детский дом и так далее. У них страх с детства о том, что их кинут, и о том, что их не любят. И вторая проблема – это очень высокий уровень тревожности, потому что она не то, что думает об этом, она этим живет. Она думает, как он на кого-то посмотрит, все это представляет и так далее. Некоторые даже еще рыдают по ночам в подушку. И что еще хуже, она даже не говорит об этом. Она настолько боится спугнуть мужа, что все это в себе переживает. Опять хочется дать два совета. Первый, кажется, умерла, так умерла. Но если муж найдет другую, пожелает ему счастливой жизни. Чего заранее-то дергаться? И второе, вам нужно все-таки обрести какую-то уверенность в себе, сказать себе, что муж меня любит, женился он, между прочим, на мне, а не на ком-то другом, выбрал он меня, и живет он со мной. Это говорит о том, что он как минимум меня любит и хорошо ко мне относится, значит, я в его глазах что-то из себя представляю. А если что-то пойдет не так, во-первых, никто не убережен, она сама может кого-то найти. Чего муж по этому поводу не волнуется. И как-то с собой договориться и расслабиться. Почему люди ошибаются? Вроде бы видно очевидные вещи, да, то есть человек может там ввести какую-нибудь посылку, да, вот я руководитель компании, и он уезжает с посылкой, и, например, его часа через 2 может только найти на том же телефоне, дай бог. А когда он появляется, постоянно происходят какие-то непонятные объяснения, в общем, от них сложно чего-то добиться. И очевидно, это ошибка какая-то, и ошибка человека. И вопрос, почему человек ошибается? Тогда, когда это, казалось бы, не должно быть, да? Конечно, да, это... На пустом месте. Конечно, да, очевидная вещь, да, то есть из точки А в точку Б доставить послание, и все. Интересно, зачем вообще держат этого сотрудника, если он его раздражает? Я тоже об этом подумал, чем такие вопросы сложные задавать, проще поменять парня. Давайте разберемся в том, что он не один такой, правда, Даша? Такие люди попадаются всегда и везде, мы с ними живем, работаем и учимся. Тут даже кто-то кивает, на кого-то, видимо, намекает, да, Даша? Это я, да. Причин несколько. Первое, то, что мне как психологу приходит в голову, есть люди, которые живут своей внутренней жизнью. То есть они идут по улице, светит солнце, поют птички, но они в это время находятся внутри своего мозга. Они с кем-то выясняют отношения, думают о ком-то, представляют себе какие-то недавние конфликты, спорят с кем-то. Это могут быть любимые, неразделенные, мама, папа, начальник на работе. То есть у них внутренняя жизнь какая-то, идет такие невротики конкретные. И они реально не видят, никуда они идут, они не помнят, зачем они это делают. Потому что они не здесь и сейчас, они внутри себя. Это никак не совпадает с реальностью. Первое. Второе. Есть люди, которые... я таким был, когда у меня было СДВГ. Ни на чем не концентрируются и не держат внимания. Они вроде получили задание, им дали в зубы посылку, сказали, куда идти. Они через секунду уже не помнят. Ни зачем. Некоторые переспрашивают, перезванивают. Ой, а куда я должен прийти? А что мне надо? Передать что-то должен? Да, говорят, у тебя в руках посылка. Ну да. А куда? Говорит, я же только что сказал. Понятно. А что я должен передать? У тебя в руках... все, спасибо, я понял. И через 5 минут он опять уже ничего не помнит. Это такое свойство мозга у людей, у которых большая проблема с концентрацией внимания, с сосредоточенностью.
Потому что у них одна мысль забивается другой, та забивается третьей, он все время соскакивает с одного на другое, и поэтому действительно не помнит. Вот такое свойство не очень приятной психики. Но я не знаю, так как все-таки работа – это не благотворительная организация, скорее всего, наверное, надо прощаться с такими людьми. Они могут сами свои проблемы начать решать. Вплоть до похода, может быть, даже к психиатру, если это такие психосоматические истории. Меня так заинтересовала эта тема внутренних разговоров. Просто, мне свойственно, а это прям плохо, Даша, да? вот мы сейчас разговариваем, вы сейчас вообще здесь? Да, вот о чем да. Нет, Даша, давайте поговорим об этом. Вы сейчас о чем думали, пока я рассказывал? Я, как только зашла речь о том, что есть люди, которые идут по улице и с кем-то разговаривают внутри себя, я подумала, ой, а это что, ненормально? Так не все делают? Это значит... И тут же упала в этот разговор? Я не упала себя? конкретно в этот разговор, но я просто начала себя представлять, что, наверное, это видно, что вот я так иду и сама с собой там с кем-то разговариваю внутри. И мне это мешает действительно, быть здесь и сейчас, от минимума или даже от максимума наслаждаться моментом, который происходит, ведь, в принципе, все неплохо, до каких-то действительно ошибок по работе и так далее. Вы знаете, мне кажется, вы сами сейчас и на вопрос себе ответили. Вы сказали, наслаждаться моментом мешает. Это и есть главная проблема. Вам все равно, что я об этом подумаю, что на работе об этом подумает. Вам другое не все равно, что же мимо проходит. Притом, более того, это же не просто диалоги, это может быть вообще абсолютно другое место, действительно. И другое место. И самое главное, не просто диалоги, а еще эти выяснения отношений. Там же все про обиду, про несправедливость. Там здесь про плохое. Люди про хорошее так не думают. Да. Так не бывает, что я иду, и прямо кайф такой, я думаю, как это было классно. Нет. Когда классно, они как раз видят все, что вокруг. Да, это проблема даже. А выход из ситуации нужно концентрироваться просто на здесь и сейчас? Надо избавиться от невроза, который заставляет вас переживать неприятные моменты своей жизни, вступать в монологи и диалоги с людьми. Которых даже рядом нет. Какой ужас и страх. Чтобы обида отступила. Потому что обычно это две главные эмоции. Это чувство обиды и унижения. Но сейчас не об этом передаче, мы после программы поговорим, ладно? Ну да. Даша, поехали дальше. Да, дальше у нас тоже молодой человек. А почему люди обманывают себя, именно вот себя? Вам такое свойственно? Вообще, да. А как это обычно у вас происходит? Ну, например? Я себе что-то внушаю, и потом долгое время в это время, пока не встречу какого-нибудь человека, который меня в этом переубедит. А как это было последний раз, можете сказать? Последний раз, уже длительный срок. Я внушил себе то, что любовь – это не чувство, а скорее просто как фон. И он до сих пор у меня продолжается. Ага, фон. Вы знаете, все вроде по-русски, но не все слова понятны. Любовь – это как фон. Это я тоже хотел вопросом на вопрос. Даша, вы сами, когда брали интервью, вы поняли, что такое любовь как фон? Нет, я в таком замешательстве уточнила фон. Он говорит, да, фон. Фон. Все правильно вы поняли. Да, и убежал. Но больше вопрос-то был задан, на самом деле, не конкретно про любовь. самообман, да? Дайте об этом лучше поговорить, потому что любовь как фон, я не готов. Мы можем только фантазировать, что хотел сказать. Вот фон как любовь, это гораздо веселее. Но мы сейчас поговорим про самообман. Друзья мои, вы должны понять одну интересную вещь. Вся жизнь происходит в нашей голове. Вот так, как мы ее представляем, так она и происходит. В этом смысле самообманом мы больше можем называть истории, где мы думаем одно, а на самом деле другое. Мы считали, например, что мы любим, а на самом деле мы не любим. Мы считали, что это хорошо, а нам объяснили, что это плохо. И тут мы говорим, нет, это значит, я себя обманывал. У нас это происходит всегда, часто. Почему? Потому что мы сами принимаем решение, что такое хорошо, что такое плохо. Стихотворение такое я вам прочитаю. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха: папа, это хорошо? Говорит, да, сынок, неплохо. Вот на папу-то и ориентируемся, на других людей, которые как бы нам объясняют. И так с детства повелось. Мы же, дети, не знаем еще, что хорошо, что плохо. Нам родители эту идею внушают. Потом оказывается, что они были неправы во многом. Мы начинаем пересматривать их, как у нас говорят, паттерны, установки. Потом оказывается, что мы и здесь ошибаемся и так далее. Люди, которые имеют высокую самооценку, они ориентируются на себя. Теперь, как из этого самообмана все-таки выйти? Начинайте меньше спрашивать людей о себе. Мужчины, не спрашивайте, как вы выглядите, хорошо ли вы работаете, нравитесь вы, не нравитесь. Не спрашивайте у начальства, правильно вы делаете, неправильно. Женщины, не спрашивайте продавщиц в магазине,
идет вам это платье или не идет. Старайтесь ориентироваться на себя. Чем больше вы ориентируетесь на себя, тем меньше в вашей жизни будет самообмана. Как быть, если я не интересуюсь соцсетями и не понимаю, как в них можно зарабатывать, не понимаю, как в них можно проводить много времени, но сейчас мир повернут на соцсетях. Что мне комплексовать по этому поводу или смириться, или как-то действовать? Я не понимаю, что я стою, я просто не понимаю их значимость. То есть где-то глубоко в душе я думаю, что это все сгинет в никуда. То есть либо себя заставить продвигаться там и как-то вот хоть систему выработать, либо смириться с тем, что мне это просто неинтересно, и забить. Я поясню, просто обязана пояснить, что девушка художница. А сейчас так выстроена в основном модель продвижения, что ты прокачиваешь свой там... Я не буду называть сейчас соцсети, все мы их знаем. И таким образом как-то свое творчество, с меньшими потерями, что ли, можно протолкнуть в массы. И она понимает, что вокруг менее талантливые люди это делают, а она не может. Просто потому, что вот у нее какой-то барьер, не хочет она это все фотографировать, выкладывать. Вы знаете, Даша, когда в таких случаях она, бедная, спрашивает, что со мной не так, в таких случаях говорит, я хочу от тебя ребенка. Я просто мечтаю об такой, потому что сам я не вылезаю из соцсетей. Более того, у меня еще есть люди, которым я плачу деньги, которые еще ими занимаются. И я вижу в этом смысл. И я сам, как человек, как физлицо, сижу в соцсетях. Я все читаю. Инстаграм, Фейсбук. Я даже в WhatsApp залезаю, смотрю, кто мне письма пишет. И я понимаю, что это не очень здорово. Потому что ты этим и деньги зарабатываешь, в то же время тебя это немножко порабощает, да? И вот услышать живой голос живого человека, который говорит, я вообще не понимаю этих людей, зачем эти соцсети? Я что, ненормальная, типа? Она нормальная всех нас вместе взятых. Это самое здоровое, что можно вообще услышать. Более того, если мы начнем копать по нашим друзьям и родственникам, мы таких не найдем, правда, даже? У меня таких нет знакомых. Если только кто не умеет пользоваться. И то очень хотят, но не умеют. Капитана дальнего плавания на корабле нет Wi-Fi. Но если только вот так, да. Может быть, космонавты в космосе иногда не садятся в соцсети, потому что не добивает до космоса Wi-Fi, LTE. Я хочу сказать, дай бог, чтобы нас отпустило всех со временем, о чем она, кстати, сказала по-другому, что когда-то это все закончится и в никуда выйдет. Вот. У нее прекрасная счастливая жизнь. Я никогда не считал, сколько на это уходит времени. Более того, когда я делаю передачи про детей, я говорю, максимум 1,5 часа в день в будние дни и 4 часа в выходные ваши дети могут сидеть в соцсетях, вообще в интернете, да? Неважно, игры, соцсети. И даже если они делают уроки, входят в это же время. А представляешь, какое 4 часа от дня или 1,5 часа от буднего дня, когда и так у ребенка мало времени. Ничего это не дает. Я, конечно, понимаю, что это сокращает, например, получение информации время, да? Вот тебе нужно на какой-то адрес, ответ на вопрос, дату человека, город, событие. И ты это через 30 секунд получишь, а так это даже трудно представить, как мы раньше в библиотеку ходили, да? Притом были отдельные библиотеки, где такая информация историческая, там по искусству, детская и так дальше. А здесь все находится в одном гаджете. Но когда это превращается из утилитарного смысла в образ жизни, это, конечно, нездорово, а девушка самая здоровая, что можно себе представить. Пусть, там еще есть, на самом деле, от нее вопрос второй. Она того стоит. Может быть, мы второй тогда послушаем. Как найти баланс между работой и деньгами? А в чем конкретно дисбаланс? Что именно не устраивает? Либо работа тебе не совсем нравится, и тебе платят за нее деньги, либо ты работаешь, делаешь то, что больше любишь, но получаешь меньше денег. Как найти баланс между тем, что ты делаешь, и то, что ты получаешь в итоге финансово? Смотрите, какая история. У девушки неправильная установка в голове. Однажды на лекции встал мужчина и говорит, я инженер. Инженер такой, хорошо зарабатывающий, в его понимании, около $5000 в месяц. Но я вообще художник в душе. Но мы же понимаем, что за это не платят деньги. Ползала засмеялась, потому что все поняли, что художник за $5000 даже работать не будет. Художник зарабатывает $1 000 000. Но так как большинство таких людей творческих имеет очень низкую самооценку, что является двигателем их творчества, они так не думают.
Они как рассуждают? Как наша девушка. Вот у меня есть работа нелюбимая, но это денежная. А наш художник, вы говорите, да? Она то же самое, как этот парень на лекции считает, что если она будет заниматься любимым делом, писать картины, например, то за это не платят. Но это же неправда. За картины платят гораздо больше, чем за любую наемную работу. Другой вопрос, что есть люди, которые в себя не верят. Даже великие художники в себя многие не верили. В чем разница, например, между Пикассо и Ван Гогом? Если Ван Гог, абсолютно больной психический человек, испытывал потребность писать картины и писал их, будучи всегда нищим. Сейчас оказывается, что он самый дорогой художник в мире был одно время. А Пикассо, напротив, был человеком практичным, зарабатывал деньги при жизни, а к концу жизни он настолько оборзел, что он уже перестал заниматься творчеством, а начал заниматься бизнесом. Они с Сальвадором Дали стали ставить подписи на горшках для цветов и брелках для ключей. Просто на промышленный поток поставили. Зарабатывали очень хорошо при этом. Почему? Я их не буду сравнивать как художников, кто там лучше, Ван Гог или Дали или Пикассо. Они все великие. Дело в том, что у них разная самооценка была. Пикассо, я думаю, считал себя великим при жизни. Дали тоже. И они считали, что на этом можно очень хорошо зарабатывать. А Ван Гог так не думал. Ван Гог просто как городской сумасшедший творил, как в кино показывают, с утра до ночи, не ел, не пил. Все вот работал. Ему было про искусство, как бы, а не про деньги. А эти были вполне себе практичные оба мужика. То есть дело не в живописи, не в искусстве, дело в отношении к себе, к миру, к самооценке и к деньгам тоже. Поэтому давайте пожелаем нашей девушке, которая уже не ходит в соцсети и не видит в них смысла, что когда она обретет высокую самооценку, когда она решит, что она реально художник, который что-то стоит, это будет интересно и другим, и она начнет зарабатывать искусством. Михаил, я, знаете, вот захотела спросить, я как-то слушала вашу программу, и тоже об этом примерно шел разговор. Вы сказали, что если человек, прям полностью здоров, вот так вот у него нет каких-то проблем, он вообще желание к творчеству сохраняет или уже не так? То есть, если да, бы я говорил о том, что я предупреждаю пациентов, что после терапии, скорее всего, они не вернутся к творчеству. Это правда. На первом месте поэзия, там совсем больная история. Хотя есть вполне благополучные поэты. Сейчас вспомнил, например, Вера Полоскова. Она абсолютно адекватная женщина. Это очень редкий случай. Очень редкий. Например, был прекрасный, я думаю, абсолютно здоровый поэт Роберт Рождественский с прекрасной семейной жизнью. Это единицы. Все остальные – это реально полные психи, а страдающие люди и выстраданная поэзия. Вот Бродский, например, уже был совсем тяжелый, неблагополучный человек во всех отношениях. Дальше музыканты. Есть, конечно, такие светлые персонажи, которые такую светлую, бодрую музыку пишут. А есть то, что я бы сказал словом Бетховен. Там все тяжело и плохо. Литература. Опять, есть единицы светлых, благополучных людей. Бернард Шоу, Марк Твен. А все остальные зовут Кафка. И они с головой вообще никогда не дружат. И это очень трагическая жизнь с наркотиками, суицидами, полным отсутствием семьи и так дальше. Актеры все, как правило, поголовно тяжело живут и страдают в жизни. Там, я думаю, даже единиц не найдешь. Ну и так далее. То есть, если, например, копаться в этой теме, то большинство творческих людей, креативных, они тяжело живут, несчастно живут. Поэтому, и если это является двигателем их творчества, то после психотерапии есть вероятность, что они не вернутся. Уйдет надрыв. Такой еврейский анекдот, почему евреи не пьют анальгин, что боль не отпускала. Вот когда их боль отпустят, не только евреев, но и творческих работников, им неинтересно будет дальше творить. Так вот, я что хочу сказать. Я психолог. Для меня главное, чтобы человек был благополучен, а не его творчество. Я как человек, и вы тоже, наверное, со мной согласитесь, понимает, что бы ты ни дал миру, если ты сам глубоко несчастный, тебе плевать, великий ты или нет, потому что жизнь твоя закончилась, ты уже умер, и ты жил несчастно и умер несчастный. То, что после смерти тебе ставят памятники, тебе это совершенно все равно. Я за то, чтобы человек был счастлив при жизни. Об этом, кстати, был такой философ Федоров, и его философию разделял Андрей Платонов, у которых все герои глубоко несчастные, все умирали
без любви и какого-то отношения других людей нормального. Почему? Потому что в философии Николая Федорова, который перенял Платонов, человек должен быть не на том свете счастливым, а на этом, здесь и сейчас. Поэтому я за то, чтобы люди, независимо от их творчества, да фиг с ним с творчеством. Если Ван Гог был бы счастливым, здоровым мужиком, ну, были бы без его картин. Но бы хотя прожил бы нормальную и счастливую жизнь. Даша, что у нас там на очереди? У нас осталось 2 последних вопроса. Они не касаются отношений и любви, но они показались мне очень интересными. Я их специально оставила напоследок. Вот как, когда ты сидишь в выходной день дома, например, да, как заставить себя выйти из дома, то есть пойти куда-то, решить провести каким-то именно вот определенным образом время? Ой, Даша, интересный вопрос, очень непростой, потому что... Многослойный? Многослойный? Он многослойный, он непростой еще потому, что вроде бы вот как сидишь дома, а куда-нибудь сходить, и что тут? А тут вот что. Тревога, интроверсия. А интроверсия это не в смысле психотипа, а вот неспособность как раз занимать себя, общаться и так далее. Человек все время пытается скрыться в скорлупе. Он же как формулирует вопрос, как выйти из дома? Понятно, что он что-то боится, у него какие-то фобии есть. Он, видимо, не хочет один сидеть в ресторане, ходить в кино или гулять по улицам. Его это тоже напрягает. А дома он как бы в естественной обстановке, но один, да. Вот я живу один. А даже по голосу слышно, что он такой не очень парень в себе уверенный. При этом есть какие-то компании, друзья, не знаю, есть они у него. И тогда не возникает вопроса, да, все собираются, идут. У него этого, видимо, нет. Ему надо начать общаться. Ему надо не бояться и научиться проводить время одному и переносить одиночество. То есть, таким людям я бы рекомендовал бы выходить из дома все-таки. Если он не знает, как и куда, надо накануне писать расписание. Например, в четверг, на пятницу вечер, субботу и воскресенье. Что ты будешь делать утром? Куда ты пойдешь? Тебе должно быть все расписано до самого сна. Тогда ты постепенно научишься получать интерес и удовольствие сам от себя. И в этот момент произойдет чудо. Как только тебе будет интересно с собой, тебе тут же потянутся люди. И, кстати, второй вопрос тоже о неуверенности в себе. Бывает такое, что ты разговариваешь с человеком, и он говорит тихо. И ты несколько раз переспрашиваешь даже. Что? Потому что ему тяжело, и ты это чувствуешь, ему тяжело поднять голос. Но для меня это, конечно, неестественная ситуация, потому что мы тут на радио работаем, у нас это все поставлено с института. Я не задумываюсь об этом, когда разговариваю. А вот у людей есть такая проблема. И вопрос он задавал, в общем-то, можно сказать, и про то же самое, но я обратила внимание вот именно на голос. И если даже спросил молодой человек, вот вы сейчас, Михаил, услышите, он спросил, что ему тяжело в компании общаться, но я почувствовала, что проблема-то как раз именно и в том числе в том, что он не может повысить голос. Давайте послушаем. Я уверенно себя чувствую в кругу своих друзей, но в большой компании я всегда нахожусь на заднем плане, несмотря на то, что я человек довольно общительный. Почему ко мне меньше внимания в большой компании, когда наедине или в компании 2-3 человек у меня вполне получается поддерживать разговор. Когда идет галдеж, у меня меньше слушаю, допустим, чем кого-то другого. Да, интересный вопрос. Давайте начнем с самого начала, откуда берутся такие люди с такими проблемами. Когда-то этот молодой человек был маленьким ребенком, подходил к родителям, и они его обламывали. Слушай, не морочь голову, неинтересно, все, закрой рот. Слушай, ты достал уже своими рассказами и так далее. В результате человек становится сам себе неинтересным, потому что его ощущение интереса к себе формируется только за счет взрослых. И постепенно, будучи в убеждении, что он никому не интересен, он начинает позиционировать себя так в компании. Ибо для того, что, видите, что он говорит, рассказать историю, надо повышать голос, чтобы привлечь внимание. Он все это понимает. Он же что говорит? А в других компаниях лидер, таскивает внимание на себя. Да? То есть он это все видит со стороны. Но он не лидер. И он не должен быть лидером, но он мается из-за этого. У него проблема-то, не лидер и не лидер. У него проблема в том, что у него есть потребность быть интересным, и нет такой возможности. И только через повышение голоса. А когда компания 2-3 человека, он говорит, нормально, потому что кто-то же должен говорить, когда нас двое, да? Конечно, если у тебя есть потребность, чтобы тебя слушали, чтобы тебя выслушали, поняли и приняли, должен сначала все-таки повышать свою самооценку. Должен быть интересен сам себе. Заставлять слушать себя не надо. Да когда ты молчишь, ты больше производишь впечатление, чем когда ты клювом щелкаешь без остановки.
И тебе не нужно, еще одна любопытная вещь, тебе не нужно ничего внимания завоевывать. Ты уже проиграл ситуацию, если ты пытаешься кому-то что-то рассказать. Я это, кстати, по себе очень хорошо знаю. Как только мне неинтересно кому-то что-то доказывать, мое слово становится гораздо ценнее. Потому что мне нужно их внимание. Не им мое, чувствуете разницу? А я пытаюсь их зацепить, чтобы они меня слушали. А если я не пытаюсь их зацепить, я гораздо для них ценнее. Друзья мои, вот такой у нас, благодаря Даше, разговор интересный получился, потому что интересные были вопросы. Но, Даша, мы же не остановимся на этом, я надеюсь. Это уже у нас такой второй опыт, я надеюсь, не последний, потому что это правда интересно. И спасибо большое за это время. И вам спасибо. Пока.